Приїхала вот така Honda. Питання у хозяина таке. Он хочет выставить время нормальное, адекватное. Но время подтягивает сама магнитола с GPS. Поэтому сейчас будем лезть до GPS. Физически его отключать. И будем пробовать время выставить. Майстер-сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Сейчас отключим маленький 12-вольтовый аккумулятор, так как будем разбирать торпеду. Там всякие контакты. Как сама мультимедиа поймет отсоединение GPS именно в процессе его работы. Поэтому все обестачивается. Выключим 12-вольтовый и спокойно будем работать. Так, сняли пластик. Вот у нас расположение аккумулятора. Скидываем клемму. Начинаем разборку. Нужно снять на торпеде вот эту вот пластмасску. Сейчас посмотрим, кстати, она декоративная. Возможно, там и динамик будет. И вот, может, кому будет интересно расположение андапок. Андапки здесь многоразовые. Можно смело тянуть. Так, а мы сюда ее ложим. И смотрим, что у нас есть. Серым коннектор, серым цветом должен быть с левой стороны. Там их два. И, в общем, лезем сюда, отключаем сам GPS. Ага. Да, видно. Пробуем. Итак, сняли тот разъем, который отвечает за GPS-антенну. Так, кинули клемму. Сейчас соберем декоративную заглушку. Да не, зачем? Так, что она там пишет нам? Вместо времени пока что кружочек. Угу. Теперь есть доступно настолько времени. Итак, сколько у нас сейчас? 12. 9. Ну, пускай будет 10. Дату. Первый. Все. Все. Хлопцы, вот вам время. Вот Дата. время. Все нормалек. Сейчас заглушим машину. И попробуем ее сейчас завести уже с педалью тормоза. Что у нас по времени? Это что она хочет? Не знаю. Сейчас посмотрим. Все, разобрались, это предупреждение. Надо еще учить языки. А все равно.
Все мы запустили. Время у нас сохранилось. Симпотный салончик. Правильное время. Хлопцы молодцы. И вот ще одна Honda до нас довітала. Сейчас хлопцы будут подсоединять CarPlay. Пока не получается у хозяина подсоединить, будем выяснять причину. И дальше будем, как обычно, отключать GPS-навигатор. GPS, чтобы машина не ориентировалась по GPS, где она находится. И происходят кое-какие блокировки по времени выставлению, там еще. Ну, в общем, занимаемся. Ну, Honda прикольная. Очень прикольная Honda. Тут без питания. Ну и как обычно по правильному отключаем 12-вольтовый аккумулятор. Все операции по электрике в машине должны на обесточенном происходить. Новая машина. Вот такой аккумулятор, если вдруг кому нужно будет. Сейчас полезем к GPS. Дуже тяжко снимается данная крышка. Адаптеры здесь многоразовые, хлопцы аккуратненько, но тянуть можно. Ну вот сейчас ищем данный провод GPS. И смотрите, залезть там посмотреть очень тяжело, но я сейчас постараюсь, чтобы вам было видно. Опачка, отражение, яке чудове. Умеет Honda делать машины. И вот смотрите расположение разъемов. Сейчас будем по схемам по интернету смотреть, какая из них отвечает за GPS. И будем снимать. И есть хорошая новость по этой Honda. Смотрите, машина читается. Машина определилась. Отель ее видит. Все прекрасно. Продолжаем працювати. Итак, провели диагностику. У нас 8 ошибок. Ну, давайте смотреть, что это. Что она пишет. Потеря связи модулем стеклоподъемного механизма. Стеклоподъемники. ИПС. БСА. 12-вольтовые. Андровольтаж. Калибровка нейтрального положения руля. Рулевого управления. В общем, серьезного ничего. Надо будет просто потом потереть их. И Ну, проверить все. еще раз на диагностике. Все в истории. Активных нет. Ну и вот отключили GPS. Сейчас будем пробовать, есть ли у нас допуск к самостоятельной установке времени. Ну и вот, подводя итог, что у нас получается. Не захотела эта Honda работать без GPS. Ни времени выставить, ни CarPlay подключить толково. В общем, на этой Honda не победили. Бывают и промахи. Ничего, может, почитаем больше. Пригласим повторно хозяина. Я думаю, что-то где-то найдем. Всем спасибо. По Хондам на сегодня все. Пока.